Всем привет! Вы находитесь на моем творческом канале. Меня зовут Аня, и это Вязовлог. Сегодня я вам расскажу, как прошла моя творческая не неделя, а несколько недель, и что же у меня получилось. В прошлый раз видео я выпустила лучшие лошадки амигуруми мастеров. И много-много примеров, какие можно связать лошадки. И вас оставила неравнодушным вот эта лошадка. Я начала получать сообщения, что хочу вот мастер-класс этой лошадки. Но проблема была в том, что это было сгенерированное видео искусственным интеллектом, и на самом деле такой лошадки, вязаной, я не видела и не встречала. И, будучи у мамы, я думаю, ну ладно, раз есть запрос, значит нужно что-то сделать. И начала я вязать эту лошадку. Я, кстати, тогда еще заболела, и единственное, что я могла делать, это просто что-то вязать. И как раз вы подкинули эту идею. Хотелось, конечно, связать точно такую рыженькую, но я не нашла таких ниточек. Как я сказала, я болела, поэтому из дома не выходила. И пошли мы искать с мамой в ее запасах, что же у нее там есть. И нашли желтенькую ниточку, и я села вязать. И сразу же стала вязать как бы для видео, чтобы был мастер-класс. Давайте я вам немножко покажу, как это было. Вот немножко вам показываю моих процессов. Как раз сейчас вяжу, снимаю мастер-класс по лошадке, как и обещала вам. И вот видите, у меня куча всего распущенного. А что это значит? А я потеряла петельку и распустила как раз все эти 4 ряда, которые связала, и сейчас продолжаю вязать. На этапе вяжем спинку. Вот как раз мне нужно 5 рядов провязать по 100 петель. И вот представляете, единственную петлю потеряла, один столбик, прямо во втором ряду. И пришлось все распустить и вязать снова. Но вы это не увидите на видео в мастер-классе. Все это я обрежу, почищу, изменю, и там будет все правильно. Ну вот, показываем процесс. Видите? Ножки соединяются. Голова уже готова. Осталось оформить глазки. Ушки тоже готовы. И буду собирать лошадь. Ну, какая она получится, конечно, вы увидите в конце видео. Ну, а я продолжаю вязать и снимать для вас мастер-класс. Если вам нравятся мои мастер-классы, игрушки, которые я вяжу, не забудьте подписаться на канал и поставить мне лайк. А еще напишите в комментарии, какую лошадку вы уже связали. Буду работать дальше. Вот немножко за кулисье я вам показала, и какая же лошадка у меня получилась. Вот смотрите, Дакота. Ну, наверное, многие из вас уже ее связали. Если да, напишите мне в комментариях, мне будет приятно. Хотя уже под мастер-классом вы писали, какие разные лошадки у вас получились. У кого-то розовая нежная, у кого-то черная, у кого-то красная, огненная. В общем, разные-разные лошадки. И вот такая Дакота у меня тоже получилась. Мастер-класс полный есть на канале. Так что, если кто хочет связать вот такую лошадку, пройдите в описании под видео. Там будет ссылка на плейлист с вот этой лошадкой. И вы сможете связать вот такую Дакоту. И благодаря этому мастер-классу к моему каналу присоединилось много-много рукодельниц, подписчиков, чему я очень-очень рада. Я очень рада общению такому творческому, рукодельному, вязальному. Так что класс, очень рада нашему новому знакомству. Будут еще разные игрушки. Кстати,
Может быть, вы напишите под этим видео, какую бы следующую игрушку можно было бы связать. Какой будет запрос? С Дакотой получился очень хороший запрос, смотрите, и такая прекрасная лошадка получилась. Так что жду ваших предложений в комментариях. Ну, мастер-класс закончен, и в прошлом видео, вязовлоге, я вам рассказала, что я вяжу еще одну лошадку. Что же это за лошадка? Давайте я вам расскажу. Вот я вам и расскажу, как появилась моя новая лошадка. Помните, год назад я вязала вот такого губастика, да? Змейка-кокетка. Мне очень понравилась эта идея, потом появилась идея связать вот такую куклу-сердечко. Искусственный интеллект помог мне создать, мне тоже хотелось, чтобы она была с губками. Вот такую красоту мне создал искусственный интеллект, как картинку. И уже по картинке я связала вот такую куклу-сердечко. Тоже с губками. Вот такая она красивая, игривая. Кстати, есть мастер-класс на эту игрушку. В описании под видео я оставлю ссылочку. Сможете, если захотите, связать вот такую красоту. Ну и что? И когда я уже еще в прошлом году думала, какую же можно связать похожую игрушечку, тоже, чтобы была с губками. Но это уже, наверное, мой почерк, я не знаю, создавать такие игрушки. И нашла я картинки лошадок. Вот такую лошадку мне предложил искусственный интеллект. Здесь без губок. Я попросила, чтобы он сделал губки. А вот такую картинку я просто нашла в интернете. Ну вот что-то мне хотелось, чтобы были губки, чтобы была блондинка. И уже искусственный интеллект помог мне и создал вот такой образ. Ну, я подумала, что будет неплохо, но мне не хотелось, чтобы это была как бы вот так лошадь. Мне хотелось, чтобы это была как девочка. Хотя тут, видите, она тоже типа с сумочкой, у нее жабо. Ну и что? И вот от этого я отталкивалась и начала создавать игрушку. Как я ее создавала, давайте я вам сейчас покажу весь этот процесс. Всем привет! Ну, смотрите, у меня тут я уже навязала все детальки моей лошадки. И теперь надо собирать вот это тельце. Смотрите, мне хотелось, я сделала вот его такое пузико. Видно вам? Захотелось, чтобы была такая лошадка немножко с животиком. Только недавно закончила тело вязать. Давайте я так попробую сложить, какая она будет. Подставлю немножко. Но не совсем вам видно, да? Все падает. Ну так покажу. Вот ножки уже готовы. Вот такие ножки. Буду пришивать их. Сначала думала, что я каркас между собой буду вставлять, но мне не получилось, поэтому буду пришивать просто сквозной иголкой. И ручки точно так же. Вот где-то вот здесь должны быть. Ой, все у меня падает. Хочу вам показать, как оно примерно должно быть. И сама посмотреть, как будет. Ну вот как-то так. Уже что-то получается, что-то интересное. В общем, процесс идет понемножечку. Надеюсь, что сейчас буду собирать ее. Пока мне все нравится, ножки нравятся. Видите, какие у нее блестящие сапожки, туфельки. Или как это все называть, не знаю. В общем, моя гламурная лошадка с губками. Они где-то там лежат, потом буду мерить.
она уже потихонечку собирается. Сейчас буду пришивать голову. Ну вот, как-то так будет, наверное. И потом буду все собирать. Понемножку процесс я вам покажу, чтобы вы были как вроде бы со мной. В создании участвовали этой игрушки. Пойду дальше делать. И вот я только что пришила голову. Ну вот так. Неплохо получается, тоже это заняло какое-то время. Ну вот я уже собираю мою лошадку. Не знаю, какая-то она получается. Очень смешная. Очень смешная. Вот волосы сейчас буду думать, как приделывать, губки пришивать. Ой, что-то я думала, что она мне будет легче получаться, а она как-то так сложно рождается, и не знаю прям, что получится. Но уже вам процесс покажу, а тогда уже будете судить сами, что у меня получится. Ну, пока вот такое тело. Ножки, голову я уже пришила здесь. Ножки пришила, вот ручки приколола и достала белые волосы. И теперь думаю, как мне их крепить, не знаю. И, конечно, когда я прикладываю губки, ну, это получается очень и очень гротескно. И не знаю, может лучше без губок, или с губками, или без губок. В общем, не знаю. Пойду как-то придумывать, как эти кудри привязывать. Пока-пока. Кто мне помогает здесь? Смотрите, какая здесь красота мне помогает. Я уже собрала полностью игрушку. И вот сейчас я придумываю, как мне волосы собирать. А Рыся мне помогает, да, Рыся? Рысечка. Девочка мне помогает, со мной здесь участвует в процессе. Ну ладно, буду сейчас как-то собирать. Вот распутала вот эти волосы и буду придумывать их, как пришивать к моей лошадке. Всем привет! Вот у меня продолжается работа над моей лошадкой. Я заварила себе вот такой чаек вкусный. У нас сегодня первый день, когда идет снег. И мне захотелось сделать чай в такой красивой чашечке. Такое зимнее настроение. И свечечки себе включила. И расскажу, что я делаю. Смотрите, я вам показывала, что я хочу сделать мою лошадку с губками. Вот эти губки, это вторые по размеру, которые я делала. Первые для моей змейки, красотки, они больше были. Эти вторые для сердечка, они меньше. Но мне они показались большие. Поэтому я взяла и связала еще одни. Это мои записи. Создавала еще одни губки. Вот они меньше. Смотрите, какие. Немножко не так. Вот так. Вот они меньше. Так, чтобы сравнить, насколько меньше. Видите? В 2 раза меньше эти губки. И вот как раз их я буду пришивать для моей лошадки. Ну, сейчас это смотрится не очень, но будет красиво, я думаю. Так что работа идет. Видите, я ей уже сделала парик. Ну, не парик, а гривку. Уже я пришила. Осталось все вот эти кончики убрать. Пришить губки, которые уже связаны. Ура, ура, ура! За вчерашний вечер.
И вот я уже заканчиваю, вам покажу платье-сарафанчик на мою лошадку. Так что скоро вы ее увидите в полной красоте. Ну, а я буду дальше вязать. И увидимся с вами уже в конце влога. Пока-пока. Ну и теперь давайте я вам покажу ее. Смотрите. Ну что, похоже? Давайте я вам ее ближе покажу. Эту отставлю. А мою гламурку вам покажу поближе. Вот такая она получилась. Давайте посмотрим, какой ее размер. С вами сейчас я узнаю. Итак, от кончика ушка до копытца 22 сантиметра. 22 сантиметра. Получилась вот такая куколка. И давайте я ее немножко раздену и покажу, какая она получилась. Ну вот это жабо я тоже сделала украшение. Видите, как здесь на картиночке? Мне хотелось, можно и без него, конечно. Не стала я уже его вязать. Решила просто сшить. Снимаю. Ну вот, видите, очень легко и просто сделала. Здесь прошила, да и все. Ну, такой аксессуар. Отложу пока. Так, ну и платьице. Платьице у нас съемное. Видите, платьице. Платьице тоже я вдохновлялась другой фотографией. Сейчас я вам ее здесь вставлю. Вот смотрите, мне эта лошадка тоже очень понравилась. И, в принципе, как идея, я тоже хочу еще, может быть, связать ей гитару, чтобы она прям так была, как на этой иллюстрации. Но это в будущем. Тут у нас и хвостик есть. Снимаю платьице. Положу пока мою лошадку. Покажу вам платьице. Вот такое платьице. Видите, как здесь на картинке мне хотелось, чтобы тоже были складочки, сарафанчик. Так, связаны. Складочки все пришиты. Тоже красного цвета хотелось. Под цвет губок. Ну вот так, аксессуар готов. Отложу сюда. У меня сегодня все красное. Ну и покажу вам уже лошадку. Смотрите, вот такая она получилась. Девочка, мордочка у нее такая. Вот ручки. В ручки вставлена проволочка, чтобы можно было подгинать ее. Это я сделала для того, чтобы делать фотографии. В принципе, если вам не надо такой момент, то можно и не вставлять сюда проволоку. Она и так держит форму неплохо. Просто плотно набить саму ручку-ножку. Вот такие ножки. Ушла я от идеи делать прям копыта-копыта. Мне захотелось, чтобы это были вот такие, больше похожие на ботиночки. Копытца-ботиночки. Ну, а здесь уже сделала, как у лошадки есть. Было бы странно, если бы я делала пальчики, правда? Поэтому здесь вот такие копытца. Они у меня золотистые, но у меня же лошадка гламурка, поэтому момент гламурности выражен не только в губах, ресницах и в блондиненности. Как это правильно сказать? Что она блондинка, да? А вот и в таких золотистых туфельках, копытцах. Вот. Так, покажу вам гриву. Смотрите, гриву я использовала волосы. Вы мне подсказали, что лучше будут белые волосики. Я так и сделала. Гриву я пришила. Так, прошлась, пришила. Ну и куда же без хвостика.
И сделала хвостик. Это, кстати, то, что я уже заканчивала сегодня. Вот такой хвостик готовый. Вот такая красота получилась. Как вам гламурка? Давайте я ее еще вам немножко покажу. Покажу вам гламурку в ручках. Смотрите, вот она моя лошадка-гламурка. Так, убираю авокадик, так чтобы вам было лучше видно. Хотя, видите, на белом фоне она блондинка, но все равно вам вот так немножко ее покажу. Покажу, покручу. У нее тут, видите, хвостик. Ну, сейчас с другой стороны покажу. Вот у нее тут хвостик из-под платьица выглядывает. Вот такая она гламурка получилась у меня. Как вам такая лошадка? Лошадки бывают разные. И вот такая у меня девочка из серии красоток снова появилась. А вы хотели бы такое связать? Или вы больше склонны к классическим вариантам лошадок? Напишите в комментарии, мне будет очень-очень интересно. Ну, а на этом этот вязовлог я заканчиваю. Что-то у меня еще на крючке есть, что я вам об этом расскажу в сообществе, так что заглядывайте и туда, в сообщении. И мне было приятно с вами провести время. И увидимся уже в новом видео. Пока-пока!